Всем привет! С вами Хельга Уайт. Сегодня я решила записать видео, которое будет полезно туристам и людям, которые недавно переехали жить в Любляну и еще не знают всех тонкостей местной жизни. А именно, сегодня речь пойдет об общественном транспорте. В автобусах невозможно произвести оплату наличными или своей банковской картой. Я считаю это крайне неудобным. Представьте, приезжает турист посетить Словению, Любляну, столицу Словении, заходит в автобус, и в автобусе его ждет неприятный сюрприз. Наличные у него не примут, банковской карточкой он тоже не может расплатиться, и в лучшем случае он просто покинет автобус. А также непонятно туристу, где и как покупать вот эти карточки пластиковые Урбана, которыми расплачиваться в автобусах. Для этого на остановках, но не на всех остановках, установлены Урбаноматы. В них вы можете купить вот эту карточку пластиковую, она стоит 2 евро, а также можете пополнить эту карту как наличными, так и банковской картой. Я бы посоветовала туристам просто забить в своем поисковике Google или Maps с картами, кто чем пользуется, просто написать Урбаномат. По крайней мере, выйдут те ближайшие остановки, на которых стоят эти Урбаноматы. В этих Урбаноматах можно выбрать язык, английский, славянский можно выбрать. Или, например, я бы посоветовала туристу купить эту карту Урбану в туристическом центре, который находится у Трехмостовья. Адрес, локацию этого туристического центра я оставлю в описании к этому видео. Еще неудобный момент, который вообще абсолютно может не знать турист, иностранец или человек, который только-только переехал жить в Словению. Я сама с этим столкнулась. Однажды я ехала с 2 детьми, с маленькими, и вошла не в первую дверь, где находится водитель, а вошла в середину салона. Я уже знала, что нужно иметь карточку, да, вот эту Урбану, что ей нужно расплачиваться. Я вошла вместе с маленькими детьми в середине салона и прислонила свою Урбану к валидатору в середине салона. Вызвала я этим гнев водителя, он был очень строг, остановил автобус на следующей остановке, специально меня подозвал к себе и начал требовать, чтобы я прислонила карточку именно около него. Я, естественно, не понимала, в чем дело, я боялась, что с меня еще дважды снимут эти деньги, мы с ним припирались на английском, я пыталась ему объяснить, что я уже приложила свою карту в середине салона и не хотела бы еще раз оплачивать проезд. Он настаивал, чтобы я приложила. В итоге я приложила, он увидел, что оплата уже была произведена и сказал, что все хорошо, все нормально, но не извинился. И вот чтобы с вами не случались такие нелепые, неприятные ситуации, знайте, что для оплаты нужно обязательно заходить в первую дверь, где сидит водитель, и там прикладывать свою Урбану. Очень удобно, что Урбаной можно заплатить не только за себя, но еще за кого-то другого. Это очень удобно. То есть вы говорите водителю, что вам нужно заплатить за 2 или за 3, и он там нажмет необходимые кнопки и спишет с вас необходимую сумму. Стоимость проезда по Любляне, стоимость одного проезда по Любляне в автобусе стоит 1 евро 30 центов. Но от того времени, как вы заплатили за проезд, у вас есть ровно 1,5 часа. То есть, например, вы можете выйти из этого автобуса, войти в другой автобус, вы там тоже прислоните свою карточку, но если у вас еще 1,5 часа не истекли,
вы можете дальше ехать за эти же деньги. Или, например, вы куда-то доехали, вышли из автобуса, быстро сделали необходимые дела, и потом, если вы укладываетесь в эти 1,5 часа, то вы можете вернуться, ничего не заплатив. Это, кстати, я узнала вот буквально на днях. Дети до 6 лет ездят в автобусах бесплатно, пенсионерам проезд тоже бесплатный, ветераны и инвалиды также ничего не платят за свой проезд. Школьный и студенческий проездной стоит 20 евро на месяц. Обычному работающему человеку 37 евро на месяц. Вот еще какой неудобный момент с покупкой карточки Урбаны. Я сама думала, что вот эту Урбану, помимо вот этих урбаноматов, можно купить также на почте или в газетных киосках Трафика. Но зайдя на сайт общественного транспорта Любляны, сайт обязательно оставлю вам в описании, я узнала, что не во всех отделениях почты, не во всех газетных киосках Любляны можно купить эту карту, а только, видимо, с теми отделениями, с которыми был заключен договор. Также я удивилась, узнав, что в некоторых меркаторах или шпарах можно тоже купить эту Урбану, но также не во всех магазинах, а только которые заключили договоры с этой компанией общественного транспорта Любляны. Еще интересный момент, я хотела вам рассказать, от которого часа и до скольки ходят автобусы по Любляне. И к своему удивлению я узнала, что для каждого номера автобуса свое расписание. И то есть я не могу вам так четко сказать, что автобусы работают с 5 утра, там, например, до 11 вечера. Например, автобус, который ходит рядом с моим домом, он начинает свой путь от конечной остановки в 5 утра. А заканчивает свой путь, то есть начинает свой конечный путь от крайней остановки в 10 часов вечера. Штрафы за безбилетный проезд в Любляне достаточно высоки. 40 евро и лишение свободы до года. Шутка. Только 40 евро. Пока. Еще интересный момент, что вот эта карта Урбана является членским билетом в библиотеке. Мой видеоролик о славянских библиотеках вы сможете посмотреть здесь или здесь. Вот. Там я рассказывала, как пользоваться Урбаной, как брать книги, тоже различные такие лайфхаки для жизни. Что хочу сказать в заключение? Хочу сказать в заключение, что на самом деле система оплаты проезда в автобусе крайне неудобная, как для туристов, так и для местных жителей. Очень часто так может случиться, что вы свою Урбану забудете дома. И так как вы ее забыли, вы не сможете воспользоваться услугами общественного транспорта. Или вот бывали такие случаи у моих друзей. Они, например, ребенка отвезли на машине на кружок, а с кружка ребенок обычно сам возвращается на автобусе. Но так как ребенок забыл эту карточку дома, он не может вернуться на автобусе. Ну хорошо, девочка могла позвонить маме, у нее был телефон. А если, например, ребенок вместе с этой карточкой забудет еще и телефон, то как ему добираться до дома? То есть вот неудобная оплата автобусов в Словении. Я надеюсь, что все-таки в будущем люблянское руководство, не знаю, кто за это ответственен, может быть, мэрия, кто принимает решения, может быть, еще раз как-то пересмотрит вот эту систему, и все-таки было бы удобно, например, сделать так, чтобы люди могли все-таки расплачиваться наличными деньгами и могли бы расплачиваться своими банковскими картами. Но в то же время не могу не сказать что-то хорошее об общественном транспорте Любляны. Автобусы ходят очень хорошо, они ходят по расписанию, практически все остановки оборудованы бегущей электронной строкой, на которой вам указывают номера автобусов, их маршрут,
и через какое время этот автобус придет на эту остановку. Это очень удобно. Вы можете понимать, ждать ли вам этого автобуса или лучше пойти пешком. Друзья, если мое видео было полезным и интересным, то, как всегда, призываю вас ставить лайк, писать комментарии. Может быть, у вас есть какие-то еще предложения с интересными темами, или, может быть, что-то я упустила. Я всегда рада читать ваши комментарии, какие-то ваши дополнения. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!